надеемся поймать вот такую рыбу. У меня непередаваемые ощущения вообще в принципе от того, что я сейчас нахожусь в Африке. В Африке. Друзья, всем привет! Вы на канале Янбу Ян. И сегодня я вам расскажу, чем же можно занять себя на пляже Нунгви. Коровы передают вам привет, лайки, колокольчик, подписка. Погнали! Друзья, а еще мы продолжаем нашу серию розыгрышей. Обязательно досмотрите этот выпуск до конца, и, возможно, именно вы отправитесь в путешествие своей мечты. Всем доброе утро! Сегодня прекрасная погода, и хорошо, что мы именно на сегодняшний день купили экскурсию на остров Mnemba. Нас ждет снорклинг, и еще, возможно, нас ждет исполнение моей личной мечты. Это поплавать с дельфинами в открытом море. Я лично немножко готова к разочарованию, но посмотрим, что из этого получится. Погода, я думаю, нам помогает в этом. Ну что, погнали на встречу с дельфинами. Экскурсия начинается утром, примерно в 8 или 9 часов. Дельфины обычно приплывают в одно и то же место, поэтому все лодки для начала плывут именно туда. И как только капитан видит стаю, он кричит «Джамп! Джамп!». И в этот момент тебе нужно успеть прыгнуть в воду, чтобы в суматохе попытаться увидеть дельфинов, пока они еще не уплыли. Дельфин! Снорклинг привозят к острову Mnemba, и ходит слух, что это остров Билла Гейтса. Находится он на северо-востоке в 4 километрах от Занзибара, и лично я плыла туда без каких-либо ожиданий увидеть большой коралловый риф, но была приятно удивлена. Риф оказался полон жизни. Вокруг реза суетились разноцветные рыбки, в кораллах прятались ежи, а на дне безмятежно лежали морские звезды. Да, вы тут самый лучший снорклинг не найдете, но удовольствие от погружения точно получите. Еще один небольшой совет для тех, кто берет индивидуальную экскурсию. Выплывайте как можно раньше, пока все группы еще только собираются. Так вы будете первыми как у дельфинов, так и на рифе. И в полной мере в одиночестве насладитесь подводным миром Занзибара. Мы только что вернулись с экскурсии с острова Mnemba. На сам остров заходить нельзя, потому что он приватный. Что по поводу снорклинга? В принципе, мне снорклинг понравился. Не сказать, что там, конечно, Красное море, но мне очень понравилось. Много рыб, много таких вот дудки, рыбы-дудки. Я их первый раз вижу. И много всяких не Немо, а вот рыбок Дори еще плавает. По поводу дельфинов. Дельфины, конечно, это очень круто. Они не подплывают, конечно, к туристам, как я думала. Они плавают возле лодок, и можно их посмотреть, как они плывут под водой. Под водой их прям очень хорошо видно. Сегодня единственное, что не повезло немножечко с водой, она была не чистая, но все равно дельфинов огромнейшие, просто огромнейшие стаи можно рассмотреть. Короче, это очень круто, прям очень круто, мне очень понравилось. Где мы брали экскурсию? Мы брали экскурсию возле Мама Мия, вот там вот Paradise офис. В принципе, экскурсия довольно-таки неплохая. Не обманывают. Короче, дельфины зачетные. Их так много было, их было так много. Мы сегодня полдня будем проводить с вот этим вот гидом, который ведет нас в деревню, в местную деревню. Мы с ним зайдем в школы, посмотрим местный быт, познакомимся, возможно, с женщинами, которые не
так не общаются с нами. А еще он очень сильно интересуется русским языком. Когда мы договаривались об экскурсии, нам обещали, что мы увидим, как живут местные жители. Зайдем к ним в гости. Но местные все-таки оказались не такими гостеприимными. Женщины и их мужья не готовы были делиться частью своей жизни. Поэтому пришлось задавать вопросы нашему гиду. Хоть с гидом, хоть не с гидом, но нужно спрашивать, можно снимать или нет женщин. Не любят они очень здесь этого все-таки. Дети, конечно, Африки, они такие красивые, просто очень красивые дети. А госпиталь работает? Да, работает, но сейчас закрыт. Почему? Я не знаю, странно, но обычно он открыт. Ну, обычно открыт, но сегодня закрыт. Почему бы госпиталю не быть закрытым? Это единственный госпиталь в деревне? У нас есть другая больница. Но другая находится там. У нас их две. Две? Этого достаточно? Нет, сервис очень плохой. Люди садятся на автобус, местный транспорт. И едут в Стоунтаун? И едут в Стоунтаун, чтобы получить лучшее лечение. Если у родителей нет образования, то у детей тоже. Необразованные? Да, им нет дела до того, чтобы дети ходили в школу. А, например, ваши дети? Я должен отдать своих детей в школу, чтобы дать им образование. Да, конечно. Раньше наши прабабушки и прадедушки думали, что кто-то возьмет их и продаст в Европу. Кто-то приедет и возьмет тебя в Европу, понимаешь? Менталитет раба. Они думали, что если кто-то делает фото, то они отправляют его в Европу. Кто-то приедет с твоей фотографией и украдет тебя, заберет в Европу, чтобы поработить. Но это было раньше. Сейчас такого меньше. Вот о чем я говорю. Раньше думали, ох уж эти плохие белые люди. Но время шло, мы узнавали вас и стали более дружелюбными. Так, мы дошли до школы. Это все комплекс школ. Идешь рядом, кажется, что школа всего, ну, как бы не школа, а помещение всего одно, а заходишь, здесь огромный двор, и по краю стоят классы. Здравствуйте, вы учитель? Да, конечно, я учитель. Меня зовут мистер Ватакаму Калимик Мустафа. Наша школа начала работать в 1968 году, так что она работает уже 52 года. У нас учатся около 1320 учеников. У нас смешанные группы, мальчики и девочки. У нас около 300 мальчиков, а остальные девочки. У нас есть около 14 классов. На данный момент мы учимся по утрам. Но до короны мы приходили на полный учебный день. И утром, и вечером. У нас есть два вида учителей, так как предметы разделяются на научные и творческие. Научные предметы – это математика, физика, химия, биология, история, география. А ваш предмет какой? Мои предметы – это физика и химия. Я преподаю два предмета. А это мой коллега, он берет 3 предмета. У нас сейчас недостаток учителей, но мы боремся с этим. Это мой гость, и она учитель. Вы же учитель? Нет, я не учитель. Окей, скажи им что-нибудь. Им нравится, когда гости что-то рассказывают. Я не знаю, что сказать. Просто поприветствуйте их. Привет, привет. Большое спасибо. Пока-пока. Большое спасибо. Улыбаются такие. Прикольные.
Я путешествую по стране. Я был в Нгоро-Нгоро в 2015 году. Я видел много слонов. А у вас есть школьные экскурсии на сафари? В Нгоро-Нгоро, например. О, нет. Это стоит много денег. А в Стоунтаун? А в Стоунтаун, да, возможно, потому что это стоит около 5000 шиллингов на каждого ребенка. Я думаю, мы можем себе это позволить, Мы можем выехать всего один раз. потому что все стоит очень дорого, а дети у нас из необеспеченных семей. А бесплатно государство не разрешает нам отвозить детей туда. Мы должны быть здесь и учить. Но как можно научить чему-то на доске? Мы должны видеть настоящие вещи. Здесь много возможностей, поэтому я также работаю капитаном на пляже. Я стараюсь занять себя каким-то делом. Поэтому, когда туристы приезжают, мы рады. У нас есть шанс на лучшую жизнь. Во время короны мы только страдали. Было нечего делать. Это было плохое время. Очень, очень плохое время. Очень плохое. 2 дня без еды было обыденностью. Когда корона была, не было туристов на пляже. А мы зависим от туристов и не могли заработать. Денег нет. Нет денег, нет еды. Иногда в деревне, где все люди друг друга знают, если у меня нет дома еды, моя семья пойдет в другой дом, к друзьям. Это нормально. Они идут есть и потом обратно домой. Если у меня есть что-то, то мой друг тоже может прийти. Иногда мы скидываемся по 3 и готовим для всех. 3 семьи готовят вместе, чтобы выжить. Одна из популярных экскурсий на северных пляжах Занзибара – это морская прогулка, которая называется «Круиз Сансет». Мы тоже решили арендовать лодку, чтобы поймать уходящие лучи солнца и насладиться этим моментом. Наша лодка почему-то называется «Ланги-Ланги Бич Bungalos». Это отель, в котором мы живем. Оказывается, Ланги-Ланги здесь написано не потому, что там этот корабль принадлежит отелю, а это просто реклама. Занзибар – это просто какая-то отдельная, огромная, большая любовь. Как Занзибар, так и вся Танзания. Как и все экскурсии на острове, вы можете взять индивидуальную экскурсию и на парусно-двухэтажной лодке совершить романтическую прогулку. А также можно поехать в составе группы. И в этом случае лодки будут отчаливать от берега под бой африканских барабанов, создавая атмосферу праздника. Реально, волшебство вокруг. Вы знаете, очень многие люди, которые сюда приезжают, и, в принципе, я смотрела тоже на других YouTube-каналах, сравнивают Занзибар с Таиландом, с Вьетнамом, с Бали. Нет, это совершенно другой отдых. Нельзя сравнивать просто несравнимые вещи. Это как, допустим, Москву сравнить, я не знаю, с Владивостоком. И Занзибар, в принципе, вся Танзания, она какая-то... Она уникальная, она просто непередаваемая. У меня непередаваемые ощущения. Вообще, в принципе, от того, что я сейчас нахожусь в Африке. И она до такой степени прекрасна.
И еще раз повторюсь, это огромная моя любовь теперь. Мы через несколько дней улетаем, и я не хочу улетать. Ну выключай. Блин, ну не хочу улетать, если здесь круто. Хотя, вы знаете, я уверена, что есть люди, которым Занзибар не понравится. Даже есть пример, мы когда вернулись в сафари и сели в трансфер, были люди, я не хочу даже говорить, что они говорили вообще о местных жителях, как они их называли, но я думаю, что воображение у вас работает очень хорошо, и вы, в принципе, это сами все понимаете. Но когда мы у них спросили вообще, а вы выходите, где вы остановились, вы выходите за пределы отеля, где вы были, они, вот если честно, с такими глазами на нас посмотрели, типа, а зачем нам выходить, вы что, с ума сошли? Ну, конечно, таким людям здесь ничего не понравится, потому что, чтобы узнать жизнь здесь, на острове, чтобы вообще любую страну узнать, это нужно ездить, это нужно знакомиться, это нужно общаться, это нужно познавать, ездить в разные города, ездить на разные пляжи, ездить просто в разные места. А сидя в отеле, и потом они приедут и скажут всем своим друзьям о том, что Занзибар – это такой ужасный, нам ничего не понравилось. Нет, друзья, он не ужасный. Пока я вот здесь занималась монологом, оказывается, наша экскурсия уже подходит к концу, мы доплыли до пляжа, и наша прогулка на сансет закончилась. Ночная жизнь на Занзибаре не отличается шумными тусовками. Но с наступлением сумерек в отелях, ресторанах и барах устраивают небольшие вечеринки, завлекая к себе туристов. Но проводят они их не ежедневно. У меня даже сложилось впечатление, что между заведениями есть график, и каждая работает в определенный день. На Нунгви есть и ночная дискотека, и проходит она в Кокабелло. Проводят ее 2 раза в неделю, в среду и воскресенье. После 9 часов вечера вход платный, и это популярное место как и у туристов, так и у местных жителей. Друзья, доброе утро! Сегодня мы проснулись очень рано, сейчас нет еще даже 6 часов утра, потому что мы едем на глубоководную рыбалку и надеемся поймать вот такую рыбу. Надеемся поймать вот такую рыбу. Видите, сколько местные сегодня наловили рыб? А мы большой ноль. Вот так вот рыбаки привозят рыбу. И сейчас позади меня начнется аукцион. Каждый будет выкрикивать свою цену, наверное, будет повышать ставки. И кто даст большую цену, тому достанется рыбка. Друзья, а сейчас мы переносимся из солнечного Занзибара в заснеженную и зимнюю Москву. И мы продолжаем серию конкурсов. В этот раз у нас снова участвует сертификат на путешествие в 50 тысяч рублей. Условия очень простые. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк этому видео. И так как это последний выпуск про Занзибар, напишите в комментариях, какой из 7 выпусков вам больше всего понравился и почему.
А чтобы я знала, что именно вы участвуете в конкурсе, перед комментарием напишите фразу «Прекрасный Занзибар». Вы все запомнили? Давайте еще раз. Подписка на канал, лайк и комментарий, какой выпуск вам понравился больше всего. А перед ним нужно написать фразу «Прекрасный Занзибар». Это важно. Также не забывайте подписываться на мой инстаграм и телеграм-канал. Там очень интересно. Желаю всем удачи и выиграть. Розыгрыш состоится в прямом эфире на моем канале. Следите за новостями. Приятного просмотра. Все, греться. Мы пришли на развилку к морским черепахам. Если идти направо, с моей стороны, попадешь в один аквариум. Если налево, то попадешь в другой. Мы решили пойти в аквариум, который называется Барака. На Нунгви есть несколько аквариумов с черепахами, и только в одном из них можно с ними поплавать. Поэтому именно туда мы и направляемся. Мы идем с черепахами. Если вы хотите плавать, то это будет стоить 25 тысяч шиллингов, а если просто зайти, то 10 тысяч шиллингов. Черепахи живут в природном аквариуме. Как они здесь оказались? По одному мнению, раненых черепах спасают, лечат, а затем снова выпускают в океан. А по другому мнению, сюда приносят яйца, которые находят в песке на пляже. Что из этого правда? Кто ж знает. Лично я склоняюсь ко второму варианту. Почему-то мне не верится, что их отпускают в свободное плавание. Так, не кусаемся, плывем отсюда. Рядом с черепахами можно купаться, гладить их, кормить, но нужно не забывать, что вы находитесь на их территории. Поэтому, когда вы даете им полакомиться водорослями, советую пальцы держать подальше от их острых зубов. В общем, за то, что я еще поплавала, с нас взяли 20 тысяч шиллингов. За что непонятно, но, видимо, здесь такие расценки. Ну, в любом случае, это, конечно, очень удивительное ощущение, поплавать с такими черепашками, они такие на ощупь приятные. Вчера мы ездили на глубоководную рыбалку. И я думаю, вы помните, какую огромную рыбу мы поймали, которая называется полный ноль. Сегодня мы решили поехать на рифовую и надеемся, хоть там мы что-нибудь себе на ужин. Да, добудем. В океане находятся вот такие ловушки. Потом их поднимают, достают оттуда рыбу и опять опускают в океан. Рыба! Привет! А можно я ее отпущу? Ну такое красивое, она... Не мое это дело. Короче, эта рыба опасная, ее есть нельзя, поэтому мы ее выкинули. Что-то я опять поймала. Это хорошая рыба. Хорошо. Ладно, я добыла сегодня еду. Много-много маленьких рыбешек. Сегодня нам повезло, да не то, что вчера. Так что лучше ехать на рифовую рыбалку, чем на глубоководную. В общем, мы наловили рыбки, пришли в наш отель, и в ресторане в нашем отеле нам через часик ее приготовят. И мы довольны, будем наслаждаться свежей рыбой. Пробуем наш улов. Отлично. Вкусная рыбка. Друзья, и этим прекрасным вечером я говорю до свидания Занзибару. Я не хочу говорить ему прощай, потому что я хочу сюда когда-нибудь вернуться. Здесь потрясающие люди, здесь потрясающая природа, здесь потрясающая атмосфера. Я не знаю, куда мы поедем в следующий раз, но все равно вы ставьте колокольчик, мы обязательно сделаем хорошее, интересное видео. Лайки, подписка. Всем пока. И пока.